Привет. Ой. Ой, забыл кнопку одну нажать, извините. Привет всем, кто есть сейчас на стриме, и тем, кто в записи будет смотреть этот стрим, возможно, когда-то. У нас событие, которого не было уже 100 лет, наверное. У нас второй стрим за один день. Представляете? Представляете? Кто-то ожидал? Наверное, никто не ожидал. Я и сам не то чтобы сильно ожидал. Но вот он есть. То был утренний Silksong у нас сегодня. По моему времени я начинал его где-то в 10 утра вроде бы. Или в 11. А теперь еще и вот ночной. Который тоже начинаю где-то в 10 или 10-15 по моему времени. Сейчас только уже вечером. А потому что, почему бы и нет? Во-первых, появилось время. Во-вторых, завтра все равно воскресенье, никуда мне не надо. В-третьих, можем хоть до поздней ночи сегодня сидеть. В-четвертых, есть настроение играть в Silksong, потому что, когда бывает такое настроение, надо им пользоваться. Ну и в-последних, мы сегодня так хорошо посидели, что я подумал, а чё не еще раз, а чё нет, а чё? Могу себе позволить. Опа, продолжение. Неожиданно, да, нежданчик. Никто не ждал, а я приперся. Я уже думал, вы все там положились спать, и я буду сидеть один тут. Но нет, вы еще тут. И это меня радует. Повторишь? Ага, как это. Где это, в ресторанах говорят? Или... в барах говорить. Вам повторить? Мне повторить там. Водочки повторить или что там, коктейльчик какой-то повторить? Это я повторю. Я говорю, можем сегодня хоть до поздней ночи сидеть, если прям хорошо будет идти стрим. Если я не буду один сидеть или драться с боссом одним 5 часов, то не знаю, как там получится. А если нормально, как вот сегодня днем, утром сидели, то я даже не против посидеть и до поздней ночи. Как у нас было там на каком-то стриме, где мы тоже 6 с чем-то часов сидели, мы там вообще Хорнет положили спать, кто помнит, и 2 или 3 часа просто болтали. Я не против сегодня, чтобы так же было, если честно. Весьма неожиданный стрим, спешу заметить.
после 6-часового стрима вообще не думал. А вот... На то и был расчет, что вы не ожидали, что вот и так сегодня 6 часов постримили и все, я на сегодня закончил и пойду отдыхать. Но вот вам еще больше Силксонга, больше. Типа вы не рады. Я никогда не сплю, сказал Игорь, который уходил спать по моему времени, когда мне еще было 6 часов вечера. На других стримах. По Резиденту или по игре с иероглифами. Я уже полусонный. Ну тогда, если прям сильно захочется, то не держим. Так что не жертвуй там опять вот этими режимами. Особенно если он у тебя там может начал настраиваться более-менее, то не надо вот это вот ради меня тут что-то страдать. 42 часа, кстати, у нас в игре уже проведено. Держу в курсе. Держим статистику. Опа, продолжение. Повторишь. Так, это я читал. Но я больше часа тут не посижу. У меня уже 2 часа ночи. Ну, хотя бы так. Я вообще думал, что вы уже все спите. Для меня уже неожиданность то, что вы все тут есть. Все. Целых вас двое. Относительно постоянные зрители, что вы вообще есть и что вы хоть какое-то время посидите. Это уже для меня неожиданность, а то я думал, начало 11 по моему времени, это у вас еще позднее. Думал, вы уже все давно спите. Но я был к этому готов. Да, но вообще мало сплю довольно. Тебе несколько часов всего хватает, чтобы высыпаться. Сидел часа 2, VPN настраивал. Discord, YouTube. В смысле настраивал? Так, сейчас один момент. Напомню пока, что... Хоть прошло не то чтобы много времени с прошлого стрима, но напомню, что мы остановились на том, что... На том, что мы сегодня полностью... Ну как полностью? Сколько вот показано на карте, столько и прошли желчноводья, червоточины. Там посмотрели немножко. И сегодня в начале стрима я говорил, что... Я еще даже не успел забыть, потому что прошло буквально пара часов. То хотел начать с того, чтобы сходить опять в эти червоточины, забрать эту синюю жижу. Мы поняли, о чем я говорю. И потом обратно вернуться к этому желчноводью, к тому боссу, на котором мы тоже остановились. Какой план на начало? А там посмотрим, что будет. Не, например, сегодня не сплю, а потом буду спать часов 10 плюс-минус и норм. Да, я вроде что-то припоминаю, что ты вот иногда вот так вот то более рано ложишься, а то можешь всю ночь не спать. Типа такой вариант режима, я понимаю. Такой у меня тоже бывал. Через день, скажем так. Хотя это 5 часов на день всего. Ничего себе. Ну, делал. Платить-то за VPN я не очень хочу. А, в этом смысле. Но при этом хочу более-менее хороший VPN. Так что кручусь как могу. Я уже сколько времени одним только пользуюсь на ноутбуке. Не знаю, на всякий случай осуждаю. Может, это запрещено обсуждать VPN и все дела. Не знаю, по крайней мере, в каких странах. И мы это все осуждаем, не пропагандируем и не рекомендуем и вот это вот все. Естественно.
меня один VPN на браузер уже год стоит, если не больше. Я браузерским VPN вот уже не пользуюсь давно. Он мне то работает, то не работает через раз. У меня отдельный прям. Тем более иногда нужен VPN, который именно не на браузер работает, а прям на полностью на весь твой IP или как это называется, на весь комп, короче. И бесплатный как раз. И мне устраивает. И несложный. И все работает уже давно очень хорошо. Так, идем наверх. Да, мы поняли, ты про вот это вот, да, вот это вот. Так, я так понимаю, он там, где лавочка. На лавочку главное там не садиться, потому что потом опять вот этим нашим любимым методом мы вернемся к этой лавочке. Нашим любимым. Абузом. Пришли пополнить свои запасы. Вот этой жидкости. Да. Мне нужно весь ПК, а не только на браузер. Угу. Мне также. В России, может, и не особо можно, но я так запретов на это и нет никаких вроде. Я не знаю, где там. Что конкретно в России запрещено, что у нас запрещено. Что ж такое? Так, все пополнили. Идем к боссу опять. Это тот самый зуб, про который я тебе на гаче говорил. Помню такой. Помню такое. Эти зубы ваши. Знаю, блогер из Украины спокойно распространяется про VPN, так что думаю, у вас нет строгости с этим. Возможно. А то там что-то отдельное у нас, наверное, запрещено, что-то отдельное у вас.
Так, тут еще справа проходит какой-то, я смотрю. Я что, его пропустил? Или я его уже забыл? Посмотрим тут коридор. Такой. Вот этот, что ли? Ну и вот игру покодить успел. Стереозвук сделал. Неплохо, неплохо. Выше потолок. Что в целом логично. Но его можно сломать. Про этот. Ну да, я вижу, что я тут не был. Что тут просто ловушка. Какой акт? Второй. Вот это, вот это. Фу-фу-фу-фу-фу. Ой, фу-фу-фу-фу. Ладно, раз я упал. Так, тут ничего нет. Проверили. Много побочек сделал? Да я не считал. Потолок там где-то был, ладно. Скорее всего, отсюда не выйдем. Ну и ладно. Не люблю я этих, кем бы они ни были. Да я теперь тоже. Быстрее писал, пока мое сообщение фактом не успело стать. А чё, первый раз, что ли? Венец взял? Ну, видать, нет. Если попросят, да, можно все. Но если не попросят, тогда уже другое дело. Потолок. Потолок. Вот тут потолок. Вижу. Вот потолок. Быстрая проща.
амулет. Натяжной механизм из тростника и кости, который крепится на лапу жука. Удваивает количество метаемых снарядов. Это опять для тех, кто с инструментами играет. Вот. Все? Просто ловушка. Уэ. Если бы я от нее умер, было бы смешно. Сам себе ловушку открыл и сам себя убил. Ага. Так и было бы. Наверняка. Так, а там внизу я все посмотрел. По-моему, нет. Ай. Ага. А, они возрождаются, конечно, конечно. Можно было бы сюда не спускаться. Так, бабочки. Пофармить шелк, я помню, Азель, помню. А еще можно в них убиться. Гениально. А еще они воскресают при переходе. Я бы на месте Хорнета обузил этот амулет и метал в себя. Уфу-фу-фу-фу. Да блин, сколько вы можете прыгать? Ну да. Надо было вот так просто пропрыгать и деловку. Ничего, избили мне хил. Полный капец. Ну, на фиговой платформе стал хилиться. Ладно, больше такой ошибки не сделаем. Бабочки мутировали. А в Качедоме были в этой доке? Ты в конце был, да, я видел. В Качедоме в этой Локи. Качедом. Вот тот, который справа внизу. Вроде там были, если ты про него. Прям в конце прошлого стрима. Когда уже собирались уходить, но кто-то сказал там про один секретик. Это был я. Да-да-да. Хорошо, что я с компа контролирую каждую букву. Да, еще, слава богу, на клавиатуре Т9. Это самое.
Грибочки. Да, прям в самом конце, самом конце. Давайте немножко подформим. И еще хпшку потратим. Конечно. И 2 хпшки потратим. Ой, ну как всегда. Я не очень люблю на телефоне драться с Т9 за слово. Это легендарные битвы. Я в итоге и на это попался, и на это попался. Рука, лицо, рука, лицо. Ей. Так, а еще я знаю, где есть 4-я последняя масочка, последний осколок, но там надо 750 бусин торговца. Привет, что делаете? Привет, Миша. Боже, 100 лет тебя не видел. Удивительно, что я вообще тебя запомнил. Ну, по крайней мере, твою аватарку запомнил. А то я обычно забываю, когда ко мне на стриме много кто... Много когда. Много когда. Чё я несу? Долго когда, блин, не заходят на стримы некоторые товарищи. Я тебя вот запомнил. Ну, я аватарку тоже. Так. Остальное я прочитал. Хорошо. Значит, копим бусины на последнюю маску. Чтобы еще одну хпшку получить. А что делаем? Исследуем желчноводье до конца. Нам там остался вроде один босс только. Остальное вроде теперь точно посмотрели тут внизу. Точно ведь? Спасибо. Главное дожить до лавочки теперь. Точно на данный момент. Желчноводье прикольный босс, мне понравился. Но если это тот, на ком мы остановились, то... Мне пока не знаю. Ай, я пока его не до конца рассмотрел. Блин, помню стримеров, у которых сидел очень давно. Перестал ходить к ним на стриме, как только они перестали стримить. Был на конце их карьеры, так сказать.
Я тоже помню, бывал, да. Помню, начинали, как они тоже были начинающими. Помню, как завершали. Эх. Подскажите, за венец? Кому? Мне? Я вроде не просил. Так, а там нельзя было? Угу. Ну да, конечно. Блин. Ё-моё. Ну чё началось опять? В прошлые разы же нормально тут подымались. Вроде грустно, вроде и знаю, что у них все хорошо. Ну и слава богу. Что планируешь после Силксонга стримить? Там, мне кажется, еще далеки до завершения Силксонга. Наверное. Еще как минимум целый третий акт, все дела. Еще тут есть чем заняться в старых локациях. Ну а в теории, ну, пока что на данный момент еще там остальные игры надо допройти, там Resident как минимум. А там посмотрим пока. Пока еще окончательных каких-то планов нет. Ближе к тому времени уже, когда что-то закончится, там уже буду разбираться окончательно. А и зачем я сюда поднялся? А там левее. Надо было еще левее. Ну не настолько левее. Сейчас опять к боссу приду с 0 хп. Но это первый заход на начало стрима еще. Простительно. Я вот тоже не знаю, кому он имел в виду. Загадка. Прикинь, если третий акт это масштабный псиоп, и его нет на самом деле. Звучит страшно. Помню, один стример спросил, сколько третий акт будет проходить. Сказал часа 2, проходил 20-30 часов. Вот так вот и планирую что-то наперед. Поэтому я и ничего никому не обещаю, ничего не говорю заранее. Вот.
Да. Такая себе первая попытка на сегодня. Ну да. Поэтому и не надо как будто оставлять боссов на следующий стрим, а надо их лупить на первой встрече, а то потом не поиграешь, даже хотя бы парочку часов, и уже опять вот и путь. От путя отвык к этому боссу, и сам босс уже какой-то, как будто кажется сложнее. На самом деле нифига. Обалденное начало. Не, ну идти, когда уже в эту фигню окунулись, уже, наверное, плохая затея. Давайте заново. Убейте меня кто-нибудь. Кто-нибудь. Вот когда надо, сейчас меня никто ни черта нигде не убьет. Еще раз. Ой, ну как всегда, все как всегда. Я бы уже быстрее обратно до лавочки добежал и так обновил себе. Надо доходить, не падая в эту дрянь. Вспоминать дорогу и запоминать ее. Опять. Колесо, господи, ну что за позор такой? Сколько мне еще понадобится попыток, чтобы вспомнить дорогу нормально? Это я даже ни неделю не играл, а всего пару часов. Что происходит? Да, давай самый низ, конечно, давай. Красиво начали, хреново закончим. По традиции. Так, тут надо левее. Не надо на самый верх. Ничего-то хочется на самый верх. А когда сам просишь, что у врагов уже азарта нет. Ну, обожаю такие моменты, как закон подлости. Не только в этой игре, во всех играх у меня такое происходит. Когда какая-то... Когда какая-то плохая попытка, то, блин, не дождешься, чтобы кто-то быстро тебя добил. Это надолго. Мы даже до босса не можем нормально дойти, блин. Я уж молчу там о второй стадии, о первой стадии. Ёлки-палки. Вчера все так нормально начиналось, и
Сегодня так опять хреново все продолжается. Сколько ж можно? Я, блин, уже задолбался страдать этой хренью тут. Я сам себя, блин, в шоке. Я сам себя уже... Блин. Сам себя обматерить как будто хочу. Что я творю, блин. Короче. По барабану. Это мы так миллиард лет будем повторять. Нет слов, просто нет слов. Одно хп. Ой. Ничего не сказать. Успокойтесь со своими этими штуками. Сейчас еще опять буду, да, по всем локациям новым каким-то бегать 100 000 раз. Так, на прошлом стриме то туда отвлеклись, то сюда отвлеклись. Хоть раз дойду в полный КП, что ли, этого босса долбаного. Нет, не дойду. Классика, 1 хп.
А, конечно. Конечно, конечно, конечно. Что это было? Я помню, он даже в прыжке удар сделать не мог. Это когда? Когда это было? Примите синий и наслаждайтесь стримом. Никакие синие я принимать не буду, пока не буду уверен о стабильном доходе до боссов, как минимум. Или прогрессе до второй стадии, как минимум тоже. Танчим с собой. Аша-ша. Хорошо. Не та кнопка, не та кнопка. Так. Так, босс наконец. Еще нет. Еще нет. Мобы. Сколько можно этих мобов? Ну, теперь босс, давай. Давай, давай, давай. Крау великий. Жаба великая. Ой. Я бью, бью, бью. Хотя бы я дошел уже наконец-то до него. Теперь, возможно, до босса дойдем. Угу. Планируйте третий акт.
Я планирую всю игру пройти. Конечно же, планирую. Так, там что-то чат улетел немножко, может быть. Полное хп. Ага, если бы еще не падать в эту дрянь, и с полным хп было бы прям идеально. Но прогресс есть. Вспоминаем, что надо делать и как. Могу, если можно, подсказать, где есть шелк для босс-файта. Типа он мне поможет. Зачем тебе пилы на болоте? Возьми бомбы. Почему бы нет, действительно. Я просто, в принципе, инструментами толком не пользуюсь. А пилы просто так кинул, чтобы что-то кинуть. Бомб нет, походу, никаких. Возьму хотя бы вот это, наверное. Вот тогда вот сюда лучше. Ну да. Вот, либо с одним хп доходим, либо надо в эту дрянь всегда попасть. Классика. Тебя не хватало. Возьми, что чем пользоваться не будешь, как и пилами. Скорее всего. Сразу одну потратил. Гениально. Ну чё, сразу все в одном месте? Да ты сколько можно, блин, хп на первой вот этой мини-стадии. Позорище. Просто позорище. Спасибо, что толкаетесь, товарищи.
Зря опять эти синие штуки активировал тогда. Ну, думал, будет шанс в этот раз. Получше. Легендарная битва. Надеюсь, мы получим за нее 3 бусины. Ну, хотя бы не тухлое яйцо. Надо учиться ими пользоваться. Игра дает возможность упростить. Спасибо, муха. Спасибо, муха. Спасибо, муха, спасибо, муха, за 4 хпшки в никуда. До свидос. Это до свидос. Я вообще ракушка очень... Вообще ракушка очень классный инструмент, насколько... Несколько раз по мобу пройти может. Ты пока очень далеко от победы. Да вы что? Не одно, так другое. Помню, кто-то говорил, какой тут божественный путь до босса. Как я его понимаю. Вот надо было, чтобы в прошлый раз эта муха оказалась именно вот там, внизу рядом. Для всех желчноводие это противная локация. Для меня это самая сильная болезнь в жизни, потому что когда я болел, я смотрел видео желчноводие. Ну блин, такие моменты, когда болеешь, как раз да, смотреть еще и такие локации. Невероятные, это вообще, конечно. Невероятно. Кажется. Так, мне надо собраться, а не творить хрень. Большинство с Эйра бегут. С первого босса, что ли? А я скамейку эту не нашел и бегал с самого начала локации.
Даже не хочу представлять. Нет, даже не буду этого представлять. Нет, нет, нет. А я в интернете еще до того, как играть начал, проспойлерил. Это все еще далеко до того человека. Мне когда 40 градусов было, я на серьезе думал, что умру. У меня, насколько я помню, самый максимум по температуре был это 42 градуса. И это тоже был полный капец. Попробуй знак жнеца и обузить Груала в луже справа. А жнец это который? Это который медленный. Ну, не знаю, не знаю. Мне непривычные знаки брать, это может быть наоборот, только еще более неудобно, еще больше времени занять. Так, пока ни во что не вляпались и даже хпшку не потеряли. Это звучит как успех. Мы даже дошли до босса полной хпшкой. Это звучит как очень хорошая попытка, хотя фиг его знает. Будем надеяться. Нет. Мухи. Давай сюда, что там прыгаешь? Отлично. Невероятно.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Аккуратно. Видите, я даже пользоваться этими метательными штучками. Ай-яй-яй. Если бы еще не попадался так часто, было бы нормально. У меня подобное с Горбом было в первой части. Я стою, жду, пока подлетит или ударит, он летает просто. Ну да. Классика очередная. Только у тебя своя, у меня своя. Да, конечно. Давайте по пути будем мне 20 вот этих мобов спавнить. Иногда они вообще не появляются, а иногда прям несколько. Рандом. Такой рандом. Как я вот сейчас урон? Ну не... Ну сколько ж можно в этой дряни плавать? Уйди. Доели. Такой себе. Если бить этих мобов, это считается как я бью босса.
Было близко. Penny юзаешь. Да, блин, вот этот раз надо было, наверное, по максимуму юзать. Хорошая попытка была. Я то ли экономлю, то ли чё. Жадничаю. Жадность в рай разгубила. А, 2 урона сносит, ну да. Логично. Отличное начало. Отличное продолжение. Она тут реально надолго. Похоже, у дерева есть конкурент. Давайте уже заново. Уже эта попытка отвратительная. Не нравится. Да. Сейчас все мухи пропадут, и никто меня опять не убьет. Как всегда. Даже умереть уже не можем, да, вообще не говори. Этот рандом с этими мобами уже надоел. Появляются в самых нужных моментах, самые нужные места. А иногда не появляются. Вот опять 2 хпшки. Муха теперь тут появилась. Понятно. Еще раз заново. Это уже меня бесит реально начинает. Эти рандомы.
Убиться опять хочется. Мне тут реально, как было судьей вроде как, то путь до босса вымораживает больше, чем сам босс. Потому что мы, блин, до самого босса там попытками даже добраться иногда не можем. Такими попытками по пути, чтобы красиво добраться, чтобы, блин, тут эту дрянь не попасться, чтобы ни одна хпшка осталась по дороге. Идиотский. Путь, идиотская дорога, тут локация отвратительные, мобы отвратительные. Рандом не на моей стороне. Все. Просто великолепно складывается. Просто нервов уже не хватает, если честно. Просто из-за этой дороги. Даже не из-за босса, а из-за дороги этой. Я никогда, наверное, не научусь тут паркурить нормально. Самая первая стадия. Чё творит, чё творит? Блин. Ой, блин, этот слоумо чуть меня вниз не угодил. У него что, автонаведение? Раз. Да уж. Бро, смени знак. Еще один. Если прям тяжело, можем позже сюда прийти. Будет один интересный инструмент.
Эти копья вообще какой-то урон наносят? Просто никак, блин, не могу нормально читать эти удары, чтобы от них всех уклоняться нормально, красиво. А так там вроде ничего и сложного и нет. Просто вот даже на самой первой стадии, где вот эти два моба просто летающие, я даже там целую кучу хп теряю. На ровном месте. Надо прям красиво изучить все. Дело. А просто только сколько у меня займет эта попыток, это изучение. Да, вот. То было 0 тут мобов, то теперь сразу 2 с двух сторон. Этот рандом, я с него не могу просто. Ну, сразу двое, красиво. Еще раз сюда. Молодец. Это что, игра сжалилась надо мной? Что и делать? А вот сейчас вы не в тему тут в одном месте появляетесь. В прошлый раз, конечно, хорошо, но сейчас не очень. Готовимся. Окей. Аккуратно. Нет, не падаем. Я туда не падаем. Как он меня задел?
2 хп. Нет! Ух. Конечно, он в этот момент решил прыгнуть. Что происходит? Что происходит? Что-то новенькое, блин. Это еще не все, еще какая-то фаза есть. Ну вы что, издеваетесь? У меня еще и осколки закончились, и эта синяя фигня закончилась. Все закончилось. Полный привет. Ты его разозлил. О боже, сколько там этих фаз проклятых. Ладно, идемте за той фигней. Хотя, если оно прям какой-то новой локации. Оно новой какой-то локации, та фигня, о которой вы говорили. То я уже 1,5 часа херней страдаю. Она очень далеко. Ясно. Тогда не пойду. Спасибо, муха. Спасибо, рандом, за эту муху именно тут. Невероятно. Божественно, 3 хпшки только по пути. 4 хпшки. Еще сюда. Понятно. Больше нечего делать. Походу, сейчас мы с этим будем еще дольше сидеть, чем с тем деревом. Ага. Ладно бы хоть босс был красивый или локация красивая. Так тут и мобы мерзкие, и локация мерзкая, и босс мерзкий. Хотя бы музыка нормальная. Хоть одно, хоть что-то. Все остальное фигня тут полная. Прошлая попытка такая хорошая была, даже вот с этими первыми мобами довольно быстро справились. Без урона почти. Сейчас опять начнется эта хрень. Да. Сюда упали, и сюда упали, и все это получили. Невероятно.
Ой, ХП на нуле. У меня аж руки дрожат уже от этой хрени. Бомбы мрачной топи. Но я так и не увидел ответа, сколько урона они наносят и насколько они круче вот этих кинжальчиков или этих... Что это, что я кидаю вообще? Булавки вот эти вот. Если оно там чуть-чуть лучше или вообще такое же, то я даже не хочу тратить время. Это действительно один из самых худших путей к боссу. Еще хуже, чем судья, наверное. Да уйди оттуда, прыгун ты долбаный. Иногда не появляется, и я спокойно себе пробегаю. Иногда вот появится и душнит. И тут мухи тоже. Иногда появляются в одном месте, иногда в другом. Опять можно заново начинать, наверное. Туда упали, и хпшки потеряли. Да. Давайте заново. Только кто меня убьет? Ну да, как всегда, мух не дождешься. Нужный момент. Видел бы ты, сколько в стиме отрицательных комментариев, посвященных желчноводью. Ой, если бы эта локация была где-то в самом начале игры, я бы тоже, наверное, забросил бы эту игру. Так я не могу уже ее забрасывать. Я уже столько прошел, столько настрадался, и мы не такое видели, так что уже придется страдать по полной программе. Если бы такое в начале где-то было с таким боссом, с таким путем до босса, с такими мобами, с такой локацией вообще, я бы бомбанул и выключил и удалил бы эту игру. Просто выход меню, зачем умирать? А вот это полезный коммент. А теперь ночной тильт. Ну так, еще не совсем тильт, но уже намечается, как по мне, чуточку. Прям флешбеки Белого дворца какие-то. Самую малость начинаются. Самую малость прям. Пока что. Если это еще будет продолжаться где-то час или больше, то это уже не малость и не чуточку будет абсолютно.
Вероятно, начало по традиции. Мухи. Сначала эта фигня, потом мухи. Сюда, плиз. Не хочет, тварь, ты посмотри на него. Что происходит? Все взрывается, все летит. О боже. Вот если бы вот этой фигней его подлупануло, я был бы очень рад. Вот. Еще вас не хватало. Да-да-да-да. О! Это мне просто переждать? Или надо атаковать в этот момент тоже? Что я творю? Вовремя. Надо в этот момент подниз на него, к нему бежать всегда. Вот и закончилась опять эта синяя хрень. Опять к этому алхимику бежать. Потом опять сюда бежать. Ну какое же мерзкое место, какой же мерзкий босс, как он меня бесит. Ай. Просто выжидай. Может, мы пойдем в любое какое-то другое место. Я так не хочу сейчас бомбануть и что-то сделать плохое. То сейчас еще стрим вырублю, нахрен. Я не хочу, чтобы такое случилось. А то я реально сейчас буду вьетнамские флешбеки ловить Белого дворца. Когда я там прям бомбил катастрофически. Прям уже накатывает, я смотрю, потихоньку уже. Каждый раз 100 тысяч попыток вот этот путь проходить уже надоело. Ладно, еще босс. Босс еще меня не так сильно вымораживает. Мне вот эта дорога до этого босса уже так вымораживает. Уже так она надоела. Уже 100 тысяч раз. Одно и то же. Одна и та же дорога. Одни и те же мобы. И этот рандом. То мобы появятся тут, то появятся там. То я попаду в эту лужу с червяками, то не попаду. То дойдем с полным хп, то дойдем с одним хп. Еще и эта синяя фигня закончилась. Дополнительные сердечки.
Из этого еще будет сейчас труднее. Пойдем, пойдемте. Бомбы потестим. Фигачься плазмиумом, будет тебе счастье. Ну, конечно. Может, и мне еще читы включить, и будет мне счастье максимальное. Будет легкотня прям. Ты не пожалеешь. Угу. Возьми винет чистоты, с ним тебе не будет надо хилиться челком. Нет, это браслет колючий. Так, я хотел поменять эту штуку, пока она пусть все равно у меня пустует. Так, куда можно еще пойти, кроме этого дебильного босса? Например, за той штукой, о которой вы говорили. Думал, будет сегодня ночной такой человый стрим, как вот днем посидели нормально. Нет, вот на тебе. Буду 2 часа страдать и бомбить тут на этой мерзкой локации. Пока что самая ненавидящая мной максимально эта локация и этот босс. Просто мерзкий путь. Даже не босс, даже не босс. Бог с ним. Дорога до этого босса — это полная жесть. 100 000 раз ее пробегать. В кошмарах она будет не сниться. Ладно, иду я отсюда надолго, надеюсь. Надеюсь, мы сюда вернемся где-то под конец игры вообще. Когда я буду хоть перекачан, хоть какой-нибудь там. С любыми амулетами я лучше перекачанным пройду этого босса за 2 попытки, чем буду сейчас тут 100 000 раз пытаться уклоняться от всех этих мобов стреляющих. Это же, кстати, еще мои любимые мобы, которые и летают, и стреляют одновременно. И когда их еще много. И когда еще внизу эта лужа с червяками плавает. Просто максимально ненавязчивый для меня босс. Еще и босс-паркур тоже кучи. Некоторыми деталями. Правее механизма. Бомбы мрачной топи, они усиливаются фиолетовым мешочком. Продаются где-то мрачной топи или что? Мы всю мрачную топь вроде исследовали. Мемориум над колесом. Угу. Понял. Чтобы попасть в 3-й акт, этого босса нужно будет пройти. Вот оставим его на самый конец. Когда прям везде все будет исследовано, только тогда пойдем к нему. Я поберегу нервы лучше. Это мы еще на прошлом стриме вкачали гвоздь. А если бы мы его не вкачали, если бы мы мясо это не доставляли и
пришли бы к нему еще менее прокачанным гвоздем, я бы там этих мобов еще дольше колупал. Я тебе серьезно говорю, что самый простой способ без пробежки пройти эту локу с плазмиумом. Ну, может, придется так и делать, чтобы поберечь нервы мои. Первый алтарь. Алтарь? Это я еще не слышал, чтобы кто-то алтарь это называл. Или ты о чем? Мрачный топи налево над домом врача. Над домом врачихи? Это что, это где? Типа я помню тут каждый уголок карты. Куча мнений. Да-да. Поэтому я и подталкивал тебя раньше вкачать иглу. Теперь понятно. Над боссом, где был топикрыл, есть карман. Я его пропустил, что ли? Так, исследовали всю локацию и все равно что-то пропустили. Как так-то? И туда, откуда... Оттуда в мемориум. Туда, это куда? Левее вверх. Ладно. У меня уже большой палец опять болит на эту кнопку нажимать, как и с Белым дворцом, собственно, было. Прям флешбеки максимальные, реально. Я не шучу. По коридорам башен. Что такое первый алтарь? У меня такой же вопрос. Вы мне про цитадель или про мрачную топь? Кто-то там говорил про мрачную топь с бомбами, я приперся сюда за этими самыми бомбами, собственно. Сначала с ними давайте разберемся. А насчет этого прохода в то место я понял, куда идти. Бомбы тут. Здесь на самый верх забирайся и налево. О, сразу бы так. Один говорит за бомбы в этой локации, другие там за это самое. За цитадель. Я, блин, разрываюсь. Туда идти, сюда идти. Туда, не туда. Так, выше, наверное. Эти парикмахеры, как я за вами соскучился. Тут. Тут я был. Позвать жильца? Угу. Нам не рады. А самый верх выше. О. Ну, оказывается, тут был скрытый проход. Кто ж знал? Мне не говорили. Ткани, горючие материалы, из которых можно изготовить взрывное оружие.
Бум... Бумдушка. Бумдушка. Тканевый мешочек, наполненный неустойчивым веществом. Взрывается при попадании во врагов. Бумдушка. Ну, можно и бумдушка. Можно бумдушка, можно бумдушка, можно бумдушка. Хоть на любую букву, как вам угодно. Так, тут все. Теперь на выход. Ой-ой-ой. Написал типа Doom. Так, теперь, наконец, наверх. Эйра! Болотный босс ест такие бы гранаты. И бум. Звучит интересно, звучит круто, да. И очень полезно. Всем пока, удачи. Удачи, Миша. Наконец-то хоть что-то новое. Мемориум. Здесь основан по священной воле дирижеров Мемориум Форлума. То, что остается в памяти, сохраняется навеки. Надо передохнуть, надо отойти, надо успокоиться от этой гребаной локации, от этого гребаного босса. Надо немножко поисследовать что-то другое. Надо отойти от этого. Только не спеши искать инструмент, просто смотри. Кстати, у нас квестов нет? Нет. О, опять эта фигня. Бегающая. Вот это сальтухи он делает. Хорош. Осколок зверя. Прикиньте, у меня за столько времени уже осколки начали заканчиваться из-за этого босса даже. Никогда такого не было.
Так, я пропустил первый колокол, который был. Еще раз. Угу. Не то. Ну да. Угу. Ты чё, елки-палки? Зачем я в чат отвлекаюсь? Так, сосредоточился. Так, 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 так. Из-за этого босса уже вообще мозги поплавились. Ай. Одно сердце, вот и собрали наконец-то. Пентаграмма получилась. Груал снизил когнитивные способности. Даже не он, а дорога до него. Я уже вообще поплыл. Мозги не варят, если честно. Нет, только не опять паркур. Только не опять эти. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что за желейный человек какой-то. Так, я за вами соскучился. Лучше вниз. Меня также бомбило от Лейст, вот буквально час назад. Понимаю, понимаю. Там шорткат.
Ты 2 шортката обошел. Это первый или второй это был? Скорее всего, умрешь от паркура. Скорее всего. Извините, что так долго не было. Фанакфон. Привет, привет. Я тоже помню тебя. С возвращением. Чё не спится? Или у тебя, может, другое время, а не ночь сейчас? А да, у тебя же другое время. Я вспомнил. У тебя утро было. Ты как раз тоже тогда на каком-то ночном стриме говорил. Что у тебя утро было. Я на Камчатке. Ты серьезно? Играю в ультракилл. Азель, ты еще тут? Ой, коллега. Он ушел уже? Я что, не заметил в этот момент? Я там часто на чат не отвлекался даже, если честно. Повезло, повезло. Это карта? Нет? Ну почему? Я хочу карту. Провал сдерживания. Память утрачена. Изолировать внешнюю часть. Сохранить внутреннюю. Панцирный лес. Покой сохранен. Запомнить. Костяк. Критическая угроза покою. Запомнить. Вердание, ограничения превышены. Предстоит забыть. Минут 40 назад. Ну, когда я с боссом дрался, я там вообще на чат особо не обращал внимания. Был сосредоточен. Здравствуйте, не сплю, решил с телефон зайти. Вот это поворот. Не спится мне максимально. С одной стороны хорошо, конечно, а с другой стороны, ну, смотря как тебе там будет потом ощущаться. Ну да, у меня 10-17. Азель, тут вот твой коллега по ультракиллу. Представляешь?
Я отсюда пришел. Насколько можно тут попадаться? Ну да, ну да. Опять все заново. Эти цветочки, цветочки, цветочки. Надоели эти цветочки. Грёбаный паркур. О, брат по ультракиллу. Наконец-то они нашлись. На одном стриме. То все никак не находились. У меня, по-моему, по ультракиллу больше никто и никогда не интересовался из зрителей, кроме вас двоих. Он еще и отталкивает меня как раз в потолок. Знаете? Да неужели? Медальончик. Это 5-й уже. Нет, я лучше вот так. Форум, сходи правее вниз. Сейчас. Правее вниз. Я же вроде оттуда приходил. Вниз. Сюда? Ага, вот туда я тут не был. Не помню вот этих штук, которые ездят. Угу. Вот карта. Благодарствуем, только бусин нет. Бусин нет. Мне бы сейчас товарищи в тряпках пригодились, чтобы бусин нафармить. А тут только эти жуки лазят, из которых бусины не фармятся. Либо четки тратить. О, еще один этот самый. За это мы как раз бусины получим.
Дан, ты там не все посмотрел. О, пошло общение между любителями ультракила. Идемте вниз тут. Раз уж я сюда спустился, идем этих товарищей в тряпках пофармим чуток. Или вот этих лучше с них побольше дадут, наверное. Ну да, и конечно сюда припрется этот вверху крадун. Тридцать два. Еще надо. Тут еще один стоит. Яй-яй-яй-яй-яй. А теперь можно и карту купить. Последняя? В смысле последняя? Последняя карта? Не может быть. Так, не сюда. Вот сюда. Какие они звуки прикольные. А, ягода последняя. Надо будет как-нибудь занести. Там еще бусин дадут. Забыл об этой громадине. Она еще и воскресает. Карта мемориума. Угу. То есть я все тут везде посмотрел. Осталось только вон туда левее наверх. Правильно? Привет, помнишь человека, который был у тебя на стримах года 2 вроде назад? Конечно, помню. Ты бы еще спросил, что я помню лет 20 назад. Я тут иногда не помню, что происходило пару часов назад или пару дней назад. Александр Ромашкин. А если ты еще и ник поменял или аватарку, если ты про себя, то нет, конечно. Давай знакомиться заново. Привет тебе. Так, идем наверх. Ой, опять эти электронные штучки. Я их помню. Помнишь мне через 20 лет? Аналогичный вопрос. И опять бусины, опять теперь для лифта. Что ж ты будешь делать? Дайте денег. Бусин нет. А все надо бусины. Это не бусины.
Это материум. Это что-то сюжетное. Можно собрать у себя дома. Это мы не за этим случайно шли? Арена? Не надо мне арены. Ни одной арены на сегодня хватило с головой. Все нервы вытрепало. Ладно. Я не гранатами кидаюсь. Опять мобы новые. Всё. Просто 2 моба. Ну хотя бы новые. Вольт-шары. Инструмент еще один новый. Можно бросать как бола, чтобы выпустить взрывной разряд. Маленькая арена. Ну да, прям малюсенькая. Опять пилы, что ли? Хороший инструмент. Это для этого ты пялился на странные вещи в разных местах. Ну тогда не зря пялился. Ты большую левую комнату не прошел. Сейчас все сделаем. Ну, в общем, ты стримил Horizon, где еще женщина Элой была. Я 2 Horizon стримил. Один недавно, а другой год назад. Я хотел и дальше смотреть твои стримы, но мне сказали, нужна почта, чтобы писать в чат. Почта, чтобы писать в чат. В общем, просто живи с тем, что кто-то там вернулся. Я помню, что кто-то был, кто что-то говорил за почту, но, по-моему, там кто-то за Twitch что-то говорил с почтой. Я могу уже вообще ошибаться и не помню. Тем более еще после сегодняшнего босса у меня вообще мозги не варит. Еще хуже, чем обычно, так что вообще не удивляйтесь. Злая женщина — это Тильда. Ну все, начали, вспомнили за Horizon и началось. Александр, не помнишь, какой Horizon ты смотрел? Который Запретный Запад или который первый? Если Запретный Запад, то мы его буквально относительно недавно проходили, пару месяцев назад. Ну, максимум полгода. Начали полгода назад, а закончили пару месяцев назад. Или нет, или еще раньше. Не пару месяцев, чуть раньше. Первый? Ну первый тогда да. Это еще больше года назад. Так, это сюда. Ясно. Большую левую комнату. Вот это, который на карте отображается. Окей. Возвращаемся опять сюда. Максимальная путаница. Да вообще. Ладно, удачного стрима. Александр, ну ты вернулся и сразу нас покидаешь. Как так-то? И тебе тогда удачи. Возвращайся еще. Не возвращайся где-то опять через год, через 2. Возвращайся почаще. Да, через 2 или 20. Ну, как повезет. Так, и что я тут пропустил?
Александр вернулся, чтобы пропасть. Иди в первый алтарь. Опять этот первый алтарь. Там задание. Задание. Игорь, ты про эту большую комнату говорил? Не кажется ли там стена скрытая? Елки-палки. А, вот тут я не был. Так, не так надо. Опять паркур. No. Почти. Ну, конечно, надо зацепиться. Господи. Обожаю паркур. Паркур обожаю. Угу. А этого вы убили? Босса в этого в канализации нет. Я решил, чтобы сильно не бомбить, лучше оставлю его на попозже. От стены гарпун. Местного больше нет. Того тоже не местного. Что-то я уже потерял нить. Всем ку. Алекс, и тебе ку. Доброй ночи, или какое у тебя там время сейчас? Скоро увидишь. Так, это между собой. Не так. Там одна попытка была, где я почти забрался. О! Есть. И достойная награда. Еще одна штучка. Мне даже восстановили ее полностью. Ой, как я благодарен. Ой, какая честь. Аккуратно. Все. Можно идти теперь туда наверх, куда я еще тоже не сходил. Бусин не накопили, кстати. Придется опять потом сюда возвращаться. Довольно интересный билд. Да ну. Мне только и говорили поменяй, поменяй. Или это сарказм?
Да и людей, которые тоже на охотнице играют, редко вижу. Ну вот, что-то новенькое, это уже интересно, правда, чем одно и то же видеть 100 раз. Так, что-то висит. Что-то кто-то. Это большая блоха. Ну почему ты меня бьешь? Я же друг. Я же твоих собратьев спасал. Ну почему? Обузим. Заобузили. И улетел. Прикольный. Большой блоха. Местный большой. Я думаю, какой местный большой? Большой бутылка, что ли? Пошли мемы. Это самый сложный босс в игре. Да ладно. Да ты что? Биг босс. Я 100% достижений закрыл. С охотницей лучший квест, как по мне. Я пока тоже больше всего к нему привык и уже лень переучиваться опять на новые. Но если придется, в крайних случаях, то придется. Я даже начало не прошел, а вы на 100%. Вот и я так говорю. Это так зачизить можно было? Забавно. Наигрался и пошел домой. Местный большой блох. Я 100% достижений не закрывал. Я слишком задушусь игрой за 5 часов проходить. Понимаем. Так. У нас тут все. Только лифт остался. Правильно? Если да, тогда я делаю перезаход к лавочке. Местным большим по большой бутылке. Угу, угу. Кто шарит? Тот шарит. Я закрыл оба задания на спидране на Стальной Душе. Было больно. Особенно когда умер в Цитадели, уже готовясь к Стальной Душе. К третьему акту. Лифт. Ну, на лифт нет денег. Либо идти опять фармить. Или что вы предлагаете, идти фармить? Можно, в принципе, опять вот этих двух больших мобов там убить в начале. Перед локацией. Спидран за 5 часов. На 5 часов легкий. Главный маршрут знать и как скипать босс. Это не для меня. Сколько там на лифт надо было? Девять. 91. Вроде должно хватить. На лифт. Да, опять делаем вот так. Чтобы сэкономить там парочку секунд. Да-да-да. Не начинайте. Я не думаю, что на Стальной Душе я продвинусь дальше первой локации.
Я даже не буду думать, чтобы мне это делать, чтобы мне это проходить. Это я буду скипать, как и Путь Боли, и Пантеоны в первой игре. Я скипнул. Вот и это я все буду скипать. Мне мое время, нервы, все это дороже. Теперь в уголок песни сходи. Сестра, я должен кое-что тебе рассказать. Поднимаясь сюда, через зал цитадели, готов поклясться, и слышал детский смех. Пусть это было лишь эхо, и, признаюсь, страх частенько играет со мной злые шутки, но все же этот голос до сих пор звенит у меня в голове. Но разве мог столь юный и веселый жук выжить в этих бездушных стенах? Я надеюсь, это не Шерма. О, вот он. Вспомнил. И, по-моему, я говорил на этом или на прошлом стриме, что что-то я давно мы не встречали моего, точнее, любимого персонажа в игре. И вот он. Ой, привет. Я надеялся встретить вас здесь, Алая Дева. Подняться, наконец, к цитадели и оказаться среди стольких братьев и сестер. Истинная благодать. О да, благодать. В твоем голосе проскальзывает тень сомнения, малыш Пилигрим. Ты уже узрел реальность этого загубленного места? Что ты думаешь о нем на самом деле? Только не думайте, что моя вера ослабла. Цитадель воистину святое место. Его великолепие и необъятность превзошли мои самые смелые надежды. И все же ее величественные залы полны тишины, а в ее тенях, если присмотреться, ясно видны страдания. Страх и боль. Откуда они в нашем раю? Разве мои братья и сестры еще не заслужили священную награду? Да, сие место свято, но меня тревожит страдания наших товарищей-пилигримов. Столь многие из них ранены или измучены. Твои сомнения и тревоги не исцелят их, малыш. Если желаешь помочь товарищам, начни с перевязки их ран. Вместо бинтов годятся обычные тряпки, которых полно в поселении. О, это отличная идея, Алая Дева. Обычно мне кажется, что в таких случаях достаточно песни, однако, да, более прямые действия, безусловно, здесь оправданы. И сама цитадель представит нам материалы. Власть ему святейшему из святых мест. Не страшитесь, братья и сестры, если будем усердно трудиться и сохраним нашу веру, цитадель нас обеспечит. Я в этом не сомневаюсь. Они все прут и прут. Мне кажется, это не слабость, а испуг. Отрадно знать, что эти немногие могли выжить благодаря вашей опеке. Ты должна с ними нянчиться, звонарка. Ты, а не я. Позвонила, теперь помогай. Надеюсь, они оценят твои старания, потому что от меня проку им мало. Да и драться я не смогу. Если Хор со своими булавками когда-нибудь сюда заявится, то будет плохо. И новый квест. Плащи Хора. Это квест на одежду? Опять охота на товарищей в тряпках сейчас будет. Только уже 2.0 и уже не за тряпками, а за красивыми одежами. Да ладно.
Так, я отвлекся на секунду. Так, что там в чате происходит? Вот, все нормально. Как тебе пантеоны? Я втором записи смотрел. Нормально. Увидел новеньких боссов. То, что мне было интересно как раз. Особенно Всевышняя Лучезарность. Концовку эту новую я уже и так видел. А вот боссов новеньких нет. Лейс с крабом. Опять это лейс с крабом. Так, то, что между вами там вы обсуждаете, я читать не буду голос. Теперь за богатыми. Почему бы и нет, награда хорошая. Там 200 с чем-то бусин вроде. Еще там ягоду надо будет ходить занести. Тоже бусины получить. Вес на вырезание цитадельных жителей. И это я с удовольствием. Я и так этим занимался уже не раз. Товарищи в богатых тряпках. Да-да-да-да-да. 2-0. Ладно, я обратно в тему ультракилл. Давай. Сам не хочешь пантеоны пройти? Я ни за что. Только за заказ. И то я еще очень сильно подумаю. Ладно, я теперь точно спать, а то 5 утра скоро. Спокойной ночи. Утро уже для меня, да. Для тебя уже доброе утро. Давай, Азель. Всего хорошего. Так, почти 3 часа стрим уже идет. Так, я ожидал, что я вообще один буду. Я думал. Ну вот сколько вас тут не спящих. Мы путь боли еле осилили. Кто мы? Мы никакой путь боли не осилили, если ты про меня. Мы только посмотрели, офигели и убежали от него навсегда. А, про дворец? Про дворец, да. Дворец это да. Еле осилили. Бомбили не то слово. А путь боли не, даже не пробовали. Увидели, офигели и убежали, как я уже сказал. Так, ну идем делать квест. Заодно пофармим, бусин заработаем. Купим последнюю маску, может быть, даже. Еще одну хпшку получим. Ай-яй-яй-яй. Не надо было не сюда идти. Конечно, мы будем делать рывок в сторону. Опа. Где товарищи в тряпках? Вы не товарищи в тряпках. Так, это мы опять к танцорам приперлись. Слушайте. Погодите. О. Ты, значит, это свершилось. Мое желание исполнилось даже до того, как я сюда прибыл. Бронзовая пара, что танцевала в этом зале. Теперь я вижу, как точно они имитировали твой панцирь, Большой Жук.
Не ты ли был источником их вдохновений? Maru Assa. Не я, воительница. Это место вызывает в моем сердце лишь глубокое отвращение. Эти танцоры, их создание было последним сознательным поступком моего партнера. Всегда исполненного надежд, всегда наивного. Notelia. Он отдал всего себя, пойдя на отчаянную жертву, дабы сохранить нашу пещеру в безопасности. Его панцирь и душа послужили формой для их создания. Столь долго я не осмеливался посетить это место, несмотря на то, что наши земли погрузились в нищету и разруху. Вместо этого я трусливо прозябил в своей клетке, слишком слабый, чтобы лицезреть это благородство, заточенное в столь жестокой пародии. Несвир? Нет тебе причины и дальше так себя корить, Большой Жук. Его душа теперь свободна от этой железной оболочки, и участь, что постигла твои земли, теперь сполна разделила и цитадель. Notelia. Увы, слабое утешение, воительница, ибо теперь все, что я любил, безвозвратно утрачено. Veramis. Мое желание исполнилось, но я лишился всего, что было мне дорого. Veramis. Рамис. Да, еще тебя тут не хватает. Ладно. Пойду я. Так, конечно, там в хоровых палатах погоду. Тут наверху нет их вообще, я смотрю. Слышу блоху. Я где-то пропустил тут блоху? Да ладно. Как так-то? Вот и первый товарищ в тряпках. В одежах, пардон. Как какое-то такое себе тут место для их фарма. А, это еще конкретные какие-то надо товарищи в тряпках. Одетых в плащи хорных и жуков. То есть хорные жуки. Ага, вот это, наверное. Да. Вот это и есть хорные жуки. Тут блоканижущий левую стену. Сюда я не попаду, наверное. Или попаду. Ниже правая стена. Выше. Не на ту сторону я пошел. Теперь у меня флешбеки, как мы мясо доставляли. В похожих местах.
Еще плащи. Тут стена правая где-то. Кажись, нашел. Эй! Там закрыто. Обидно. Выше пройти. Точно, вот теперь тут... Ой, как тут много пил. Я бы тут без этого воздуха не прошел бы. Зря тогда только кучу хп потратил. Еще одна блоха. Тем временем. Пять. Еще 11. И, конечно, на иголки эти. У тебя обход железки есть. Чё ж вы все так отлетаете сильно? О, этим ударом теперь вообще их ваншотим. Только что была куча народа относительно в чате. Что-то резко я смотрю, да, тишина какая-то наступила. Удивительно. Все соскучились, чтобы я опять этого босса 100 тысяч лет бил. По-моему, тогда было намного больше актива. Всех перегрузил своими сообщениями, да, по одному-два слова. Направо не хочу, там опять эти сейчас механизмы начинаются.
О, это очень кстати. Так, сейчас они должны воскреснуть, по идее. И куда? Нет, только не на иголке. Ай-яй. Еще 5. Четыре. Три. Куда ты опять на иголке, да? А, блин. Или вообще вниз улетел. Зачем ты раздеваешь местных? Это не я, это задание. Так, нет, вы мне не подойдете. Вы без тряпок. Не надо, товарищи, в тряпках. И ты тоже без тряпок. Ладно, еще раз вот так сделаю, чтобы не бегать опять. Чтобы эти воскресли, и последних этих добью, и все. Целевая паучиха, извращенка. Извращенка наносит ответный удар. А, ведь. Ну куда? Ну сколько я тряпок теряю из-за того, что они летят вниз на иголки. Все. Наконец-то. Уголок песни. Но это назад, понятно. Идем налево, там лифт как раз. И сдаем этот квест.
если еще занесем эту ягодку, то, думаю, хватит нам на маску наконец-то. Тяжелые, четкие. Отлично. Так, сейчас я быстренько. М. Там новое задание. Но мы еще все равно туда вернемся. За маской. Я хочу эту последнюю ягодку отнести. Получить свои бусины. Simandore. Угу. Renamин. Достаточно, достаточно, ибо ваша работа часто начинается, но никогда не заканчивается. Это она дала жару опять. Но этот запах, он стал сильнее, еще сильнее. Но все еще молодой. Слушай своих сестер, мелюзга, и расти, да, расти. Тебя тоже терзает видение? И смрад? Подлые ужасные плоды. Боль. Довольно ягод. Боли нам не требуется. Но для тебя, мой единственный друг, моя милая, награда. Твой амулет. Позволь мне сделать переливание. Да. Дозы твоего амулета теперь будут течь еще обильнее. В смысле? А где мои бусины? Учи друида. Когда владелец получает урон, амулет плачет каплями зеленого эликсира, которые превращаются в шелк. А теперь это полезный амулет или все еще нет? Еще один пример использования чего-то там. Угу. Понятно, бусин не будет. Я бы не использовал. Ладно. Так, новый квест. И даже не один, походу. О боже. Дарение 500 бусин. Бальзам для раненых. Спуститься в священные белые покои за снадобьями. Белый покой. Ну хоть не белый дворец. Ох, я знаю, куда мы сейчас пойдем. А пойдем ли? А, Шерма написал. Ну, Шерме грех не помочь. Шо, мано.
That's fine. Блин, опять лор начался. Я вовсе этого не желаю, сударыня. За свою долгую жизнь я осознавала немало легенд, кто загорались, а потом затухли и исчезли без следа. Неужто и правда, дитя? Ну и скромница же ты. Ну знаю, у старухи-пилигримки острый глаз. От старой юбиланы ничего не ускользнет. 750. Ладно, я потрачу бусины тогда. Эти четкие. А мне даже одной не хватит. Ладно, пойдем еще чуть-чуть подфармим. Так, не спится, да? Угу. Уже 3-й час не спится максимально. Видел бы ты, как нам не спалось первые 3 часа. Ой, 3 часа, первые 1,5 часа. Это вообще был ужас и кошмар. Все, идем. За нашей новой хпшкой. Семь хотел сказать, 8 уже хпш. Если считать с этим черепком-амулетом. Он в опасности, там на тексте написано, кто пишет. Хранитель уголка песни. Угу. Да, я могу догадаться, там лягушка самый сложный босс в игре. Да, еще как. Я на нем 1,5 часа потратил времени, во-первых. Во-вторых, прям под конец уже начало прям меня подбамбливать немножко, очень сильно. Немножко очень сильно, да. И я решил, лучше оставлю его на потом, чем я сейчас вообще максимально тильтану и будет плохо. И вот мы пошли другими делами заниматься. Но если честно, меня там больше вымораживает именно даже не босс, а путь до него, блин. Эти болота, эти лужи с червяками, эти мухи по пути, эти мобы. Еще хуже, чем путь до судьи. Хотя там тоже путь был отвратительный, с этими рикошетящими жуками. Но тут еще хуже, как будто бы. И 100 раз повторять одно и то же. Это безумие. Ты знаешь, что такое безумие? Вот это из той серии. Эх, Перп, я знаю, чем мы сегодня займемся. И чем же, Финис? Какой тебе босс понравился больше всех? Но я еще не всех, во-первых, увидел. Может быть, еще мой любимый босс будет в будущем. И, скорее всего, так оно и будет, судя по тому, что я... Судя по тому, что я немножко себе заспойлерил, или мне заспойлерили. Но пока на данный момент, наверное... Наверное, Фантом. Если я никого не забыл более крутого. Я вот смотрю на карту и вспоминаю боссов из этих локаций. Кто мне больше прям нравился. Но опять-таки, это надо спрашивать, когда я уже полностью игру пройду. И тогда уже окончательное мнение будет. Мне пришлось его убивать без смертей на стальной душе. Даже не буду представлять. Большой местный. Ну да, ну да. Самый сложный босс в игре, как говорили некоторые. Так, квест. Белые покои цитадели. О нет, опять эти белые покои. Там еще и лавочек нет. И ближайшее метро далеко. Ну, зачем опять эти белые покои? Еще мы собрали заводное сердце. Еще мы нашли вот этот инструмент.
Еще мы нашли вот этот материум. А еще мы улучшили иглу. На прошлом стриме еще. Но это ты видел. Но за шерму, да. Но за шерму так уж и быть. Так, нам... нам никуда не надо. Нам можно вот так вот вниз. И опять туда вот так. Хотя нет, там, по-моему, наверх оттуда не забраться. Мне сейчас налево, походу, надо будет идти в обход. Да, там ведь не забраться, я правильно помню? Туда только вниз можно оттуда спрыгнуть, а наверх туда вроде нельзя. Лифтом левее. Не, я про вон тот подъем, который прям возле архитектора рядом. Там вроде он с одной стороны только открывался. Цехов не прийти. Вот и я и говорю. Сейчас налево придется идти в обход. Вон с той лавочки и вниз спускаться. Ладно. Все ради шермы. Что это за звук? Где-то NPC какой-то, что ли? Не-не-не. Ты куда? Я в обход. Стихов же не пройти. Этот лифт, что ли? Как не было бы странно, но у меня нет любимого босса в игре. Но мне понравились заводные танцоры. Да? А почему они у всех любимые? Вместе с грешницей. В каком лифте ты говоришь, ё-моё? Используй лифт на хоровые палаты. Зачем мне хоровые палаты, если мне в белые покои надо? Ну, ближе так ближе, как скажете. Ладно.
Чё, где в самих этих покоях этот Шерма гуляет? О. Лето же хоть что-то. Привет, алая дева. Не бойтесь, это всего лишь я, Шерма. Я нашел лечебные припасы, но обратный путь обрушился, и еще я услышал стоны из темноты. О, как же я благодарен за эту встречу. Оставь себе благодарности, малыш, мертвые пробуждаются. Новые мобы. Конечно. Никому не дам в обиду, Шерма. Ох, алая дева, простите, что завел вас в столь опасное место. Эти бедные жуки, что околдовали нитью. Околдованной нитью никакой грех не оправдывает такой участи. Твоя жалость вполне уместна, но лучше приберечь ее на потом. Сейчас тебе следует прежде всего позаботиться о себе. Да, ведь я ведь должен отнести эти лечебные припасы поселения пилигримов наверху. Мои братья и сестры уже давно их ждут. Желание исполнено. Ты сможешь беспрепятственно добраться до поселения, малыш. Сможешь добраться? Вопрос. Если нужно, я могу сопроводить тебя. О нет, я больше не стану обременять вас своими проблемами, алая дева. Теперь, когда путь расчищен, я вполне могу добраться туда один. Да и что для меня еще одно небольшое паломничество? Ха-ха. Ой, у меня ведь есть кое-что для вас. Эта штука, что светится бледным светом, была погребена тут среди сломанных и разбитых реликвий.
Да, странная вещица и не особо святая на вид, но я буду почтен, если вы все равно примете ее. Это да, это неплохо. Это хорошая вещица. Так, что-то это много написали. И между собой или что-то мне там есть? Между собой. Такс. おこれもさ Угу. Все. $190 бусин. Копим на тот квест еще один, там на 500. И на ключ тоже. Нет, думаю, что не прожимается. Так, что делаем? Только хотел спросить. Как раз. Ой, не сюда. Ой, не знаю, а я пойду есть. 5:30 утра, самое то. Конечно. Доброе утро. У меня 1:30 ночи. Шарма уже тут. Делония. С возвращением, малая дева. Еще раз спасибо за то, что пришли мне на помощь. Я не лекарь, но благодаря припасам, которые мы нашли в палате внизу, даже мои неумелые лапы могут облегчить страдания наших братьев и сестер. Дака Ревендо. Ревендау. И все же, как тьма смогла проникнуть в сие священное место. Святейшее. Несмотря на то, что мы пилигримы исполнили свои обещания и смогли подняться. По правде говоря, я никак не могу понять, что все это может означать. Но просветление не наступает сразу и не приходит легко. Буду пока и дальше делать то, что должен. Сакрадела. Sagrador. $290. Ну да, действительно, что теперь делать? Задонать бусинами. Четко я тратить не хочу. Не-не-не-не. Квест это не что-то прям очень срочное, очень нужное. Потом сядь на скамейку. Ага, ага. Что у нас еще есть? Я вижу, есть слева прям
самого угла слева хоровых палат, возле лавочки, там, где еще значок этот сюжетный, вот этот, мелодия дирижера нарисована, там проход есть. Может, туда можно попасть. Ну и понятно, центральный главный механизм. Еще в центре в этой зеленой части там что-то есть. Катакомбы опять-таки. То к песне. А к песне нам пока не надо, да? Это прям последнюю очередь, что ли, сюжетные. Что мы ее откладываем настолько на потом. Пошли в зеленую глянем. Вот туда, где там проходит где-то сверх. Не, я имею в виду, да, не вверх, где в главный механизм, а вниз. Но там проходит сверх, типа на карте. Обозначается, что я там не был. Я это имею в виду. Так, по-моему... Нет, мне еще дальше. У тебя не хватает. Куда ты берешься постоянно? Этот вор. Куда? Вот это мне пока не надо нажимать, слушать. Правильно? Походу главный механизм как раз таки. Нафармим денег по дороге. Да, именно так. Нам же надо 500. Если прям там останется чуть-чуть, то я, может, и использую четки какие-то. Из этих. А может, нет. Они просто повторят. Ох уж опять этот Белый дворец на минималках. Но мелодия тут хорошая. Да, нам тут не хватало двойного прыжка. Неподвижный автоматон с пустой грудной клеткой. Это мы для него собирали, это сердце. Можно или еще рано? Это чё? Осколки. Смешно. Второй страж. Сей страж пробужден. Его панцирь исправен. Сей страж по-прежнему верен и ожидает ваших указаний. Кадестре. Ты умеешь говорить, златотелый? У меня нет для тебя указаний, но ты разжег мое любопытство. Ты зовешь себя стражем. Что тебе поручено охранять? Защита священной цитадели и голосов, что напоминают ее наш вечный долг. Фадастама. Я так и предполагала, но взгляни вокруг, златотелый. Во время твоего сна цитадель пала, ее голоса умолкли. Теперь это место мертво, ну или почти мертво.
Некоторые бы сказали, что стоять на страже у могилы королевства — четное деяние, лишенное всякого смысла. Интересно, сохранишь ли ты в этом случае верность своему долгу? Цитадель вечна, и вечна преданность ее стражей. Пока ее панцирь исправен, сей страж будет верен своему долгу. И улетел. Интересно, куда? Музыка мне нравится тут. Мне теперь тоже. Вот я сначала не обращал на нее внимания, потому что был недоволен, что локация такая очень напоминает мне Белый дворец. А если вникнуться, тут неплохо, да. Это отсылка к тому, как она охраняла падшее королевство. Ладно, вот и посмотрели этот проходец. Небольшой. Тоже неплохо. Мы это сердце собирали долго, между прочим. Карта обновилась. Теперь катакомбы, что ли? А то только эти дирижеры всякие остаются, походу. Ну или я что-то где-то забыл или не вижу. Приветствую. И я вас приветствую, Илест. Надеюсь, правильно. Доброй ночи. Или утро у тебя уже, может. Вот я смотрю на карту, я уже вроде везде побывал. Даже вообще не остается каких-то там проходов, которые я не ходил. Вот только вот в палатах и в катакомбах осталось. Больше я не вижу нигде ничего. Разве что что-то, что скрыто глазу. Задонать 500 и скажу, если игра не скажет. Ну, задонать нет. Я лучше пойду пофармлю еще пару минут. И в крайнем случае четки использую. $386, еще 120. Правильно, и тебе доброй ночи. Какими судьбами? Чего не спится? Настроение посмотреть, как новички страдают в Силксонге. Убей больших. Это что тогда, вот что-то откроется, если я выполню этот квест? Или это какой-то последний квест, который мне надо сделать, или что? $418. Что происходит? Что происходит? Кто за меня, кто против меня? Кому помочь? Меня только не убей. Ой. Я тебя не ударил случайно, если что, извините. Спасибо за помощь, кстати. Цилиндр, я вспомнил название. Этому в катакомбах сдать. Но там еще можно купить и у этого. В ступенях. Там же я так и не купил его. Там он 200 стоит или что. Можно сходить купить его и тогда пойти сдать этому сразу 2. Чтобы не бегать 2 раза. Ну тогда придется уже бусины тратить не на квест, а на этот цилиндр.
Какие поля, блин, какие поля. Ступень. Что-то посмотрел на поля и захотел тыкнуть. Залпом выпил стакан прокисшего молока, потому что не понял сразу, что оно прокисло классно. О, блэ. Так. Я сейчас отойду на 2 минуты и вернусь. Так, я тут. С Ирой вам тут не было скучно, надеюсь. Моя удача не помогла. Ну все, форум зря отходил. Теперь тут только ты, я и ищу. Нет, что все ушли. Кто еще остался? Кто еще живой? Отзовитесь. Кто-то ушел, кто-то пришел. Вот видите.
Привет тебе, пришедший. Уточни, как тебя правильно называть, чтобы я случайно не обидел. Все, теперь идем относить вот эти 2 цилиндра тому мудрецу или кто он там. Раз мы за это взялись. Его инструменты мусор. Ну, я инструменты и не покупаю. Так, это мне в звонкий узел. Напоминание. Я помню. Гриша, ты еще не прошел Вуконг? Или уже где-то близишься к этому? Хотел спросить еще раз. Истерика это? Где истерика? Какая истерика? Мне сложно обидеть, читают ник по-разному мой. Ну, пока мне не скажут правильно, как читать некоторые ники, с которыми я имею сомнения, я лучше не буду рисковать, а то уже бывали некоторые особые ники, с которыми потом я пожалел, что я их зачитывал вслух. Вуконг нет еще, он оказался довольно долгим. Это хорошо ведь? Где-то в финале 4 главы сейчас. Ну, еще есть чем заняться. Так, правее и выше. Почему мне так смешно с этого? С чего? Я про свою шутку, что ты пожалел, что прочитал мой ник. Не, ты тут ни при чем вообще. Что это она ему принесла? Новые сокровища, требующие знаний смотрителя. Заветные цилиндры нашей святой цитадели. Передай их, дай мне их, немедля. Она должна. Да сразу 2 забирай. Да, достойный дар, отпрыск ткачей. Смотритель катакомб извлечет из этого все знания, доступные великому уму. 400 бусин. 3 псалмовых цилиндра и 1 священный у нас. А чё они вообще дают? Кроме бусин. Мудрец. Тот еще мудрец. Какие-то страшные звуки.
Вот это уже другое дело. Ночка в хату, как говорится. И вам того же. Зомби. В большинстве страшный. Прям хоррор, что ли? Ну вот этот не страшный, этот очень даже нормальный. Nesvir. Так, коллекцию. Не надо мне коллекции. Так, бусины мы получили. Значит, можем идти квест давать. Теперь хватает мне. Или раз уж я тут, пойти посмотреть на вот эти проходы вверх и вниз, к которым я уже 100 лет не могу добраться. А еще тут где-то я слышал то ли блоху, то ли еще что-то, то ли катушку, то ли маску вообще. Ну, звуки я слышал определенные, пока тут бегал по локации. Я ее вообще, мне кажется, хреново поисследовал. Хоть на карте она изображена, что я тут везде был, но я так бегал туда-сюда и не уверен, что я тут все собрал. Вообще не уверен. Нет, Силксонга я отдыхаю. Надоел он мне от попытки пройти за 30 часов. А так-то успеваю, мне там осталось пару квестов выполнить, собрать последние предметы и на финального босса идти. Но я устал. Я устал, босс. Я самый спокойный ставил Хорнет и уложил ее спать. Это ты молодец. Мы без бусин останемся. Скорее всего, процентов 90. Учитывая, какой оттуда выход. Понятно. Мы делаем вот так и идем квест задавать. Так. Товарищи и гости. Который на Твиче раз, который Илист поздоровался только и молчит. И вот товарищ, который зомби. Вот вы трое. Вы только зашли, поздоровались и молчите. А ну расскажите что-нибудь, как вы на меня наткнулись, специально искали рекомендации или случайно как-то, вообще играли ли сами в эту игру и вообще хоть что-то, а то тишина это нехорошо, особенно посреди ночи, на ночных стримах это вообще. Вообще. Так, обратно в уголок песни. Поддержка уголка песни. Желание выполнено. Так, оно как-то отобразится, что что-то поменялось? Если посидеть или если выйти из локации и зайти? Теперь в здание зайди и там посиди на скамейке. Хорошо. Сижу. Все еще сижу. Долго сидим. Ладно, я тогда сейчас хочу кое-что проверить, пока мы сидим. Ну, в реках увидел стрим, решил зайти. Ночью. Ничего не спится тогда. Хотя, может, у вас уже утро, кто его знает. Играли ли сами? Может, уже прошли давным-давно еще на выходе. Я-то только сейчас впервые добрался до нее. Так. Все проверил. Мы просто наслаждаемся игрой и не отвлекаем играющего. На фоне, значит, молча смотрите. Это, конечно, похвально, но еще лучше было бы, если вы поддерживали и общение, и актив со мной или с чатом.
Хоть какой-то, это было бы прям максимально идеально. Насчет ников, кстати, мой ник это вообще случайные буквы, сложившиеся в имя Гриша. Я так-то вообще Сашка. Вот так поворот. И когда ты еще хотел это сказать, может, еще где-то через пару лет. Сколько уже стримов, сколько уже недель прошло, как мы тебя все называем Гриша. Я уже привык давным-давно. С этого надо было начинать знакомство, елки-палки. Сколько времени прошло. Через 20. Ну, скорее всего. Так, и что поменялось? Или с кем-то поговорить надо? Ну, на все достяги я эту игру уже как 2 месяца закрыл. Сейчас от нечего делать прохожу мод на двойных мобов. Ясно, еще одни профессионал. Прям 90% моих зрителей на Hollow Knight, которые к нам захаживают новые, каждый раз какие-то профи, которые уже давно игру прошли на 100%. Каких-то новичков, таких как я, прям капец редко встретишь. Я не знаю, что ты должен сделать, чтобы это случилось. Может, вообще что-то сюжетное, и я пока это не могу сделать, в принципе. Короче, пошли в Мемориум. Опять? Я же там везде был. А, выйди в меню. Можно еще так попробовать. Может, тогда поменяется. Хотя вряд ли. Ну, кто ж его знает. Нет, вроде ничего. Квестов нет. Ну, теперь копим, наверное, на этот ключ. Наверное. 650. Я хотел, чтобы игра квестом сказала, куда идти. А что, должен быть квест какой-то? А что в Мемориуме, собственно? Вообще не играла, но обожаю наблюдать за игрой других в эту игру. Любишь наблюдать страдания, сама страдать не любишь, но любишь наблюдать, как другие страдают. Понятно, все с тобой понятно. Да я к какой игре в сентябре прошлого года только приобщился. В целом, к серии. Что, наверное, хорошо, ведь я не ждал Silksong 7 грязных лет. Но я тоже вот месяц назад где-то первую часть прошел сначала. Тоже впервые приобщился. И вот теперь до Silksong добрался. Так, какие-то смайлики там на Твиче, которые в мой общий чат буквами просто обозначаются. Секундочку. Я что, только один ждал эту игру все эти годы? Не. Азель тоже ждал. Вроде бы. О, мне вообще на Твиче показывают 4 зрителя. Люди! Где вы? Кто вы? На Твиче актив, чтобы был, это что-то несуразное для меня. Всегда на Твиче тишина гробовая. Игорь, что насчет Мемориума ты говорил? Зачем Мемориум? Что там? Куда там? Что там? Зачем там? Я вообще думал, катакомбы. Надо туда. Гениальное оправдание. Зачем? Надо. И все тут. Надо. И лучше на лифте, да.
Судя по карте, могу сказать, что Желчеграде было не слабо. Желчеград — это то, о чем я думаю. Желчеград, да. Мы так и не прошли это место, нет. Ты можешь в записи потом глянуть 1,5 часа первые в начале стрима и посмотреть, как я там бомбил. И я решил дальше не бомбить и кинуть эту хрень. И пойти исследовать другие места. Но походу придется туда еще вернуться потом. Наверняка. И да, мягко говоря, там было не сладко. Очень мягко говоря. Мега просто мягко говоря. Там проход к тому инструменту для жабы. А что, он только сейчас открылся? А раньше, когда мы исследовали Мемориум, он еще был недоступен? Или про него еще кто-то помнит? Я помню, мы же вообще-то изначально ради него и пошли по другим локациям, вроде как из того босса в Желчеграде. Большого босса больше нет. Жаль. Кстати, мы к блохам так и не сходили после этого большого босса. Может, он реально к ним вернулся. Было бы забавно. Другой низ, не то право. Так я вообще шел куда-нибудь пока что. Низ локации правее. Окей. Я для жабы юзал только молниевые шарики, чтобы кидать их ему в рот. Тогда он засасывать начинает. Кстати, вот я хотел спросить, мы же там гранатки как раз тоже нашли, бомбы эти, и эти шарики электрические, кстати, тоже. А как их там вообще кидать? Он же начинает меня засасывать и притягивает меня к нему. Или надо прям успеть как-то быстро их кинуть перед тем, как он начинает эту анимацию делать? Или что? Или как-то подальше от него отойти, чтобы он меня не засасывал? То там, когда анимация будет происходить, меня засасывание, то там я кидать вряд ли смогу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот это я разогнался. Местный большой. Скорость рук, ну прекрасно. Скорость рук — это наше все. Низ локации правее. Так, я бы лучше к лавочке пока что сходил. Он засасывать начинает, ты немного отходишь, разворачиваешь и кидаешь. Успеть просто. Ну, придется, значит, выкручиваться. Еще ниже. Право вот прямо отсюда, настолько внизу право. Надеюсь. Какие не звуки смешные издают эти мобы. Так, тут была карта. Может сюда? Тут была эта фигня. Выше? Где карта, блин? Ладно.
Что прочитаю? Что поменял? Прикола не случилось. С вашими приколами. Давай игру устроим, найди сам проход. Гениально. О. Выглядит как какая-то пропасть. Секретка Шрёдингера. Уже не впервые, наверное. Прикольные приколы, да, шутки за 300. Это прям я над уголком песни. Прыгать, что ли? И что-то как-то тут наверх умудриться запрыгнуть. Ну, вряд ли. Не прыгай. Подумай. Нет, музычка. Не Перштейн. Скрытых стен не вижу. Тут нужно включить мозг. Так, начинается. Какую-то способность, что ли, активировать? У меня после 1,5 часа начала стрима мозг отключился. Снова его включить, надо постараться. Головоломка. Смешно вам? — 15 минут простоять, ну да. Такими темпами столько и придется. Не, серьезно, что ли? Шутники, блин. Ну, это почти тухлое яйцо, я вам скажу. Так. Чат, вижу, включает режим шутников. Опять. Гнилые стоки. Сколько можно этих стоков?
Иди-ка сюда. Остановись ты. Не хочет. Ладно. Брен! Оу! Пустите меня. Вот это страх. Ну вот что вы начинаете со всех сторон опять? Животина. Брен! А оно еще возрождается. Великолепно. Тетки. Так я знал, только хотел сказать, только не говорите, что 80 мне одной бусины не хватит. Ну игра, ну за что? С этих, конечно же, не падают бусины. С них вообще ни с кого не падают бусины, да? Мгм. Ладно. Сообщение. Это за то, что я все метро открыл, что ли? Еще бы карту.
Понятно. Там везде вот эти, да? Голки, но надо, чтобы он меня дотащил, наверное. Это один из немногих, наверное, случаев, когда надо, чтобы попасться под атаку моба. Старая карта гнилых стоков. Это очень кстати. Угу. Такая небольшая, что ли? Ай, ё-моё. Ну, паутинка, которая духа призывает. При игре на игле. Каких духов? Что-то я впервые о таком слышу. Вот это паутинка. Да ладно. Впервые вообще вижу эти паутинки. Все. Кончились нити. Наигрались. Там просто вот эти словечки он говорил, или там что-то еще могло быть? Стоит ли фармить нити для этого? И так, чисто лор. Их я видел что-то около 2-3. Просто словечки. Отец, на каждом шагу. Вот еще темнее нельзя было сделать, чтобы прям перед носом еле-еле видеть. Прекрасно. Не в ту сторону. Я сейчас с тобой разберусь. Не в ту сторону. Дай мне спокойно тут походить. Ё-моё. Чё это такое? Ты смотри, не упади сейчас на меня. Ключ-отступник. О, да ладно. Не прошло и 100 лет, капец. Как я давно его искал. Третий и последний. Вот теперь мы наконец можем возвращаться в плиту. Неужели? Не прошло и 100 лет. Там было раз, два или 3 прохода с этим ключом. Сначала тут. Еще один раз надо будет специально на такую штуку попасться. Не скажу, на какую сам ищем. С удовольствием буду попадаться на все подобные штуки.
О, это, кажется, опять я вернулся в это божественное место. Нет, это еще где-то между ними. Оу. Это кто-то большой. Охотница. Паучиха, твой запах странный, но похожий. Не чувствую, как ты напряжена. Ты считаешь меня угрозой? Hironare. Эти земли вынуждают меня быть осторожной. О, высокое создание. Да и наши острые когти. Ваши острые когти, как я вижу, не раз пускались в ход. Да, я убиваю, причем с удовольствием, но лишь для того, чтобы прикормить себя. Прокормить себя и свое будущее потомство. Твое мясо дало бы много сил, вот только его слишком сложно достать. Твой длинный ложный коготь быстро ударит в ответ. Megina Fora. Хорошо, значит вы знаете о моих способностях, как и я о ваших. Давайте же заключим мир, дабы мы обе остались в живых после этой встречи. Ты останешься, паучиха, а моему потомству нужно мясо, много мяса. Внутренности других, или же ты предложишь свои? И поднеси в дар теплое содержимое панциря, устроив моему потомству сладкий пир в честь появления на свет. С удовольствием, блин. Здание про органы. Ты его наверняка ждал, да? Nesvir. Свои внутренности охотницы я вам не отдам, но могу преподнести мясо тех, кого убью. Договорились, паучиха. Пронзенная, порубленная, опаленная. Неси все. Мне понадобится много, дабы насытить свое будущее потомство. Yanara. У меня есть инструменты, чтобы приготовить мясо так, как вы хотите. К счастью, на ваших землях я обзавелась обширным арсеналом. Мое потомство уже скоро появится на свет, паучиха. Сделай свою работу быстро и получишь награду за убой. Я жду мяса. Мясо она ждет. Ух, ё-моё. Обожженный орган, искромсанный, пронзенный. Это мне разными видами. Неважно каких мобов, хотя бы, да? Но разными видами. Кормить мясо. Ничего себе. Самый душный квест. Душнее, чем доставка мяса. Товарищи в тряпках. Ну типа. Доставка мяса вообще не душная. Ну как сказать. Если направо, я там вообще смотрел проход. Не смотрел. Молодец. Амулет, защищающий от личинок. О, это он меня спасет от... Блин. Если бы я раньше знал, я бы там не страдал столько по пути к этому Желчеграду. Если он реально тут где-то будет. Вот это он мне столько времени и нервов спасет тогда. Это будет просто супер. Так, тут я был, отсюда я пришел. Теперь сюда.
Да, как будто можно попасть, раз там есть моб, но... А вроде ничего и нет. Зачем тогда там этот моб? Да, мы за ним идем. В пределах этой комнаты путь к нему. Удачи тебе тут, самый мерзкий биом. Ну, один из как минимум. Но в Желчеграде, по-моему, было еще хуже. И вообще, чё тут так много вот этих мерзких, гнилых, каких-то канализационных, таких вот, такого вида локаций? И гнилые стоки, и желчноводье, и дорога грешников. И что-то еще где-то было. А, это... ступени там с этими червями тоже. Только мерзких локаций. В чем проблема делать красивые локации? Вот как хоровые палаты, например. Как поля. Как мшистый грот. Да даже Горофей. Вот что всегда такие канализации, болота, пещеры. Ну, за что? Почему? Только из-за лягушки. Ну, в том числе. Ступени мне понравились. Мне нет, они мне напоминают гнездо из первой части. А гнездо там, наверное, моя самая нелюбимая локация. Самая мерзкая, где всякое ползает у тебя по экрану. Хорошо, хоть тут ничего по экрану не ползало вроде бы. Всякие пауки, жуки тебе по экрану в лицо прям ползают. Жуть. Просто во время разработки игры мимо пробегали бабадзаки и немного мешался. И тут он вмешался. Вот везде надо свой нос сунуть. Свои 5 копеек везде надо. Да, не трогай меня. Отстань. No. Харе упираться в эту тенку. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так. Целая куча секретов опять. Бусин целая гора. Всего лишь 100. Соглы гнездо это пипец. Пробегали много бабадзак. Поэтому и мерзкая. Угу. Так, это шорткат? Да, это шорткат. Тогда я пойду к лавочке. Не трогайте меня. Дайте мне спокойно отдохнуть. Теперь дальше направо. Даже не пропустил ничего. Особенно этот амулет. Еще бы дойти. Дойдем. Ради такой награды я постараюсь. Тебе тут коридор маленький нужен. Тот, в котором я еще не был,
Куда я так и так собирался? Или верхний имеешь в виду? Было бы смешно, если бы его сейчас за пол карты шотнула эта муха. Ну да, на последнем хп. О, про вот это место говорил Саша. Теперь, блин, привыкай заново. Не Гриша, а Саша. Вернись. Ай-яй. Странно, выглядит, как будто можно поломать. О, какой интересный NPC. Надеюсь, это NPC, а не босс. Вок. Прикольный. Прикольный внешний вид. Уникальный такой. Жук, не блоха. Чего тебе нужно от меня? Это место мое. Я за него сражалась и честно его заслужила. Fadastana. Я долго тут не задержусь, добрая блоха. Это блоха? Еще одна. И я не собираюсь оспаривать ваше право на эту пещеру. Я встретил несколько ваших сородичей, объединившихся в караван. Может быть, вы подумаете о том, чтобы присоединиться к ним? Hironare. Шкура у вас, похоже, крепкая, а им, боюсь, в одиночку будет трудно выжить в этих землях. Караван. Это мех... Я этим мехом чувствовал, господи. Что ж, пришло время перемен. Если караван уже близко, моя работа в этих землях, считай, закончена. Ну а теперь... слишком много я наговорил, оставь меня одну. Встретимся в караване среди добрых товарищей. Там я поделюсь своими знаниями о блохах и фарлуме. Ну а до той поры мне нужен отдых. Уходи, жучиха. Блин, у нас там в караване куча, наверное, новых друзей. Будет там тот большой. И это тоже, наверное. Кстати, как ты относишься к спойлерам по биому и т.д.? К любым спойлерам я отношусь плохо. Сегодня как раз надо было опять закреп сделать. Ну ладно. И к подсказкам, которые я в большинстве случаев не прошу, и которые очень такие не вовремя, не в тему, то такие подсказки тоже не приветствуются. Да, и бутылочка. Большая бутылка. А это только для тех, кто шарит. За большую бутылку. Это мем местный из другой игры, если что, вдруг. Видимо, с блошиным пивом. Кто знает, кто знает. Да какая Ира? Так, а все, тут уже не подняться. Ладно, больше там ничего нет, тогда идем дальше туда. Там коридор еще есть, продолжение. Ладно. О, нет, все-таки можно. Или нельзя? Нет, она не хочет подниматься. Ладно, идем в обход. Я только сейчас заметил, у нее масло на заднем фоне. Я что-то не обратил внимания. Да уйди с дороги, встал, блин, на проходе, вообще обнаглел. Не пройти, не проехать. Ой, опять я в эту фигню упал. Там красивый биом будет по сравнению с этим.
Да по сравнению с этим все что угодно будет красивое, наверное. Ты наверху имеешь в виду продолжение или вот тут справа? И то правда, что он правда красивый. Но он правда красивый. Но для меня пока, наверное, самое красивое это гора фей, наверное, потому что снежная. Я обожаю снежные локации. Просто правее. Ладно. Да какой уже смысл, все равно окунулся, уже пофиг. Венец чистоты. Это оно. Поврежденный венец чистоты. Для отпугивания навозных личинок. Да, это оно. Только надо починить на скамейке. Поставить. Как я долго этого ждал. Надеюсь, тут все. Возвращаемся вот так. Жаль, уже убил лягушку, да? Не. Я поэтому и пошел искать вот эти все штуки, чтобы не бомбить дальше на ней без всех этих плюшек. Поврежденный. Большинство без него убивало. Большинство, ну или, по крайней мере, большая часть, проходили пантеоны. Или путь боли, или хотя бы пробовали. Но я не пробовал, мне нервы дороже. Мне пофиг там, большинство, не большинство. Я ее убивал без него, ну и ладно. Меня это не смущает абсолютно никак. Я 1,5 часа его колупал, и мне хватило. Я лучше сэкономлю еще 1,5 часа своей жизни, чем что-то там выпендриваться. Да ты чё такой жирный? Господи. Пофиг проценты только с ним, вот именно. Я первую игру вообще не запаривался, проходя с этими процентами. Колизей там третий не проходил, путь боли вообще не трогал, пантеоны абсолютно. И по мелочи там тоже. Вообще мне не обязательно проходить на все эти проценты ваши. Блин, у меня уже мозоль на пальце от сегодняшнего начала стрима. Как бы кнопка еще не поломалась на геймпаде. Я проходил путь боли, прошел до пантеона, Холлоунеста и Колизей до 100% запомнил. 12% еще. Это минимум для чата форума, по ощущениям. Это ты по кому судишь?
Я надеюсь, он бесконечно действует. Или нет? Нет, не бесконечно. Ладно. Будем знать. Тут у всех все пройдено. И меня это огорчает. То одни профессионалы, одни... Кто-то себя называет задротами или что. Кстати, локации, да, покрасивее предыдущей. Ты был прав. Еще одна руда. О, навеет воспоминания о грибе. Каком грибе? На этих штуках иглой нужно играть. У меня проскользнула такая мысль. Кстати. Мне это место напоминает вход в Белый дворец, когда вот там этот труп этого солдата белого лежал тоже в этом бездне, или как эта локация называлась. Вот это вот такая разруха какая-то на фоне была там дворца. Пустыня какая-то такая. Пустота, то есть. Ну, тебе пока рано о грибе знать. Кто знает, тот знает. Нормально. Как о синей жиже, так мы тут это самое. А грибы еще рано, видите ли. Грибы, соль, органы. Угу. Веселуха продолжается. Потом будет белый, но не сейчас. То котлован был. Ну или он. Сестры-паучихи, созерцайте течение этих вод, очищающих и соединяющих словно рожденный панцирь и шелк. Вспоминайте наше королевство спокойным и безмятежным. Понятно, просто лор. Оттуда светится, как будто туда можно допрыгнуть как-то. Ну, не знаю. И что, все? Не верю. Не верю. Белый был котловане, да-да-да. Да, тут все. Все. Странно. Пустовато как-то. Тоже удача с лягушкой. Ой. Ну. Опять к ней идти теперь, что ли? М.
Ну, тогда пойдем. Нет, надо будет еще вот это заполнить и тогда идти. Да, точно. У нас же эта фигня закончилась, которую мы осуждаем. Почему знак жнеца не юзаешь? Я привык уже к этому очень сильно. Я заново к остальным перепривыкать на поздних этапах игры. Это еще больше мне неудобства доставляет. Товарищи в тряпках. Indome. Это снова я. Karasei. Так, амулет на скорость атаки есть. Это еще не поздний. Есть еще позднее. Так. На всякий случай. И бомбы. Или вольт-шары. Что лучше? Саша говорил, что вот шарами закидывал, кто-то советовал бомбами вот этими. Их 6, а этих 7. Что покруче, что больше урона наносит? Или вы не знаете? Все остальное оставляю так. Пошли через катакомбы? Зачем? А там можно пройти? Спуск в желчноводье. Спасибо за фоллоу. Так, ну если мы пойдем через катакомбы, тогда я обратно, наверное, меняю, пока вот этот мне не нужен будет там. Угу.
3 часа ночи у меня. Меня еще кто-то смотрит, даже подписывается. Вот это неожиданность. Так, секундочку. Где ты эти бомбы получил? В мрачной топи. Вот самого угла слева. Где вот этот кусочек. Если я не ошибаюсь. Теория бесконечных стримов Силксонгу форума. Теория бесконечно неустающих зрителей, которые не спят, а смотрят стрим посреди ночи. И для них я и стримлю как раз, и тоже не сплю. Выше врача. Угу. Ну, можешь там в записи, если тебе захочется смотреть эти уже 4, почти 5 часов стрима и найти, где мы там конкретно в этой мрачной топе ходили, то найдешь подробное место, где мы там это нашли. Мы и зрители. Хочешь, расскажу, как приготовить маринованную навозную личинку? Я нет. Может, в чате кто-то захочет. Так, вот там бусины. Пропустил я. Это уже хоть что-то новенькое. Так, дальше мне направо и там наверх. Вау, какой классный вайп у этого стрима. У вас есть физические отклонения? У кого? Какой вайп? Ну-ка поподробнее. Интересно, те товарищи, которые зашли, все еще смотрят молча, которые на Твиче? Или уже давно ушли? Угу.
Еще бусин. Ну, с двойным прыжком теперь я тут все могу пройти в воду. Если мне не будут мешать. Еще выше мне показывает на карте. Где еще выше? Где этот проход направо долбанный? Как я сюда вообще его открывал? А, во, ни черта не видно его. Так, вот тут наверх. Тут закрыто, точно. А если... Да ё-моё. А если вот так? Это я сюда открыл, это не туда. Наверх как? Или туда может вообще с другой стороны как-то попадать, хотя вряд ли. Трубы эти понаставили. Понимаешь ли? О! Опять мое любимое. Пошла жара. Ну да, ну да. Хотел пойти вверх, полетел вниз. Глубоко вниз. Очень глубоко вниз. Здравствуйте, грибы. А вот теперь амулет бы пригодился. Что там за звуки? Ну, почти. Вот это уже не почти. Из
Искривленный бутон. Оно живое. Скрученная в клубок пепельная лоза, которая издает непрерывный крик. Ничего себе. Меня убил парикмахер и муха пустотная. Ой, как я тебя понимаю. Великолепное общение происходит в чате. Ren! Эх. Как всегда. Медальон уже 6-й. Казалось. Вот мы снова здесь. Я по-любому там много чего пропустил. В катакомбах по-любому. Тут по пути вниз, наверное, тоже что-то. Блин, оно теперь все время будет этот звук издавать мне из инвентаря. Вот это лабуда. Мерзкая. Так, ну проход из катакомб теперь отметился. Блин, вот этот звук будет меня вымораживать теперь всегда. Неси его ведьме? Какой ведьме? В панцирном лесу. Какая там была ведьма? Полипов? Может, в Махауме? И нет, я что-то припоминаю какой-то квест на Полипы, но где она там находится, она еще на карте не отображается. Уже не помню, где она, это давно было. Блин, как же этот звук, блин, давит на голову. Спокойно карты теперь не посмотреть. Надо ее поскорее реально к ней занести, чтобы оно мне больше тут не мычало в голову.
Там мини-домик. Вот, который чуть-чуть правее от надписи «Панцирный лес». Или который прям под надписью. И какой еще мини-домик тут? Где одинокая скамья, там после снизу слева. Наверное, понял. А то я так карту не смогу нормально смотреть с этим звуком. Понятно, надо налево, а не направо. Как я тут давно не был вообще. Вот это прям, которая надо мной. Опять эти корни. Корни атакуют. Жучиха, красный плащ из дальних краев, принеси его сюда, Бутон. Он зовет, он молит об обряде, предложи его. Бутон слабый, новый, ему нужна подпитка. Подпитка, он будет подпитан. Звучит страшно. Время рождения приближается, Бутон плачет, он томится. Последний ритуал может начаться. Белый панцирь, да-да-да-да-да-да-да. Помощь, ритуал возрождения. Еще и квест дала. Что ж, буду сейчас проходить с одной попыткой на смерть. О, удачи. Янара. Что ж, хорошо, это последний ритуал. Что мне нужно сделать? Время рождения совсем близко. Пора отдать свой панцирь, стать вместилищем для последнего ритуала. Время рождения приближается. Эй! Что? В смысле? Ты чё вообще? Желание исполнено. Это было самое короткое задание в игре. Получили и выполнили. И меня убили. Черный экран. Что произошло? Что-то страшное. Где я вообще? С меня опять сняли все, и я на карте не отображаюсь. Прекрасно. Капелла ведьмы. И еще и знак поменяли. Какой? На какой-то новый. Который тоже бьет как-то медленно. Вроде вертикально. О, это можно продать.
М. Что ж, теперь квест по освобождению тебя от паразита. А. Мгм. Чё, мне ее искать, обратно к ней возвращаться? Без компаса, блин. Опять на ощупь лазить все тут. Открой карту. Открыл. Я вроде уже понял, где она. Или не к ней надо, а в другое какое-то место. Понятно. Не к ней. Но если ты про врачиху-муху, туда. Какую врачиху-муху? Врачиха это... Это кто? Столько тут NPC всяких разных. Ниже того места, где ты получил бомбу. Ты думаешь, что вы вспоминали место лекаря или кого там, когда мы топь обсуждали? Я думаю, врачиха, лекарь. Одно и то же место, ладно. Сейчас туда тогда. Она же сможет сейчас телепортироваться, надеюсь, паразит ей не поможет, не помешает, то есть. Или надо уже заканчивать стрим, я уже вообще вареный какой-то. Я и на стриме смотрю, уже все поотваливались почти. У меня 3:30 ночи. Мешает только отхил. Ну, хотя бы так. Что она на карте нарисовала? Вижу. Под панцирным лесом. Я там вниз еще мог спуститься, оказывается. Ладно. Это уже на следующий стрим. Все это оставляем. Это я уже устал. Хотя эту врачиху давайте тоже. Раз мы все равно в Зонвилле, не будем изменять традициям. Идем в наш домик, ложимся в кровать. И сами тоже отправляемся в кровать. 5 часов. И вообще сегодня собрать материум. Ой, давай потом. Потом соберем этот материум.
Если посчитать, то сегодня 6 часов утром было, и еще сейчас 5 часов. Одиннадцать с половиной где-то там даже, наверное. То тут 5:11 идет стрим, там тоже 6 с чем-то был. Спокойной ночи тогда. Давай. Спокойного утра тогда уж. Уже скоро утро у меня. Капец уже вареный. Еще из-за этого босса в начале. Мозги отключились как-то еще и сейчас из-за поздней ночи. Тоже какой-то вареный. Все. 2 стрима за сегодня, это, конечно, жесть. Я уставший, капец. Спасибо всем еще раз, уже 2-й раз за сегодня. Хотя уже следующий день начался, за вчера тогда. 2-й стрим за вчера. Спасибо всем еще раз, кто был и на этом стриме тоже. Всем спасибо за лайки, за то, что активничали в чате. И тем, кто смотрел молча, тоже все равно спасибо. И тем, кто в записи будет смотреть этот стрим, тоже всем спасибо.